Меня зовут Шахрзад. Я из Ирана. Я приехала в прошлом году. Мгм. А почему именно Пермь выбрали? Я потому что хотела изучать культурологию, поэтому просто в Перми есть. Чем ваша страна вообще славится? Могу сказать, что там природа разная, погода другая. Там у нас есть 4 сезона, и 3 месяца у нас зимой. Не очень холодно, как в России, но холодно. Самый красивый сезон у нас весна. У нас Новый год, самый важный праздник у нас, это Навруз. Мгм. Есть у нас еще Ялда. Ялда — это первый день зимой. Кажется, что это самая длинная ночь в год. И у нас традиция, обычно все к бабушке идем. И там ем какое-то национальное блюдо, например, аш. Это похоже на суп. Но обычно в суп есть мясо или курица, а ваше не всех есть. У нас еще кебаб. Это самый вкусный, самый известный кебаб. Еще у нас разные кебабы. Обычно говядина или из барана, но еще есть курицы. Расскажите про свое любимое место в Иране. Исфахан университет искусств. Потому что здание там старое, 600 или 500 лет назад его сделали. Но это сначала не было университет, сначала был дом шаха. Там жил. Как дворец, да? Да, как дворец, да, дворец. И поэтому я и учу. Там я 6 лет училась, я там работала, поэтому я и учу. Я там училась бакалавриат и магистратура, бакалавриат музей-менеджмент, а магистратура туризм-менеджмент. Поэтому сейчас я учусь культурологии. А расскажите теперь про свое любимое место в Перми. Река Кама, конечно. Берег. Почему? Набережная, да, потому что там спокойно, очень красиво. И чуть похоже на Исфахан, где я живу. Там еще есть река. Музыка у нас есть традиционные тар, сетар, они инструменты у нас. Сантур, я очень люблю сантур, очень красиво. Когда музыканты они хотят вот это сделать, у них есть обязательно певец. Ну, не всегда, но обычно есть певец. Самый важный у нас был Мухаммад Реза Шаджариян. И они пользуют книгу. Старые персидские поэты. Чем вы сейчас занимаетесь? То есть вы учитесь на культуролога, как я понимаю. Почему именно такая сфера? Вы там пишете, может, картины или там интересуетесь всем вот этим? В Перми есть сасанидское серебро. И они из Ирана. Около 2000 лет назад, кажется, что арабы их продали в Перми. Потому что ислам приехал в Иран, и арабы взяли, что они нашли. Золото, серебро, и их нельзя было использовать в арабской стране, поэтому продавали их где-то очень далеко. И кажется, что они продали их в Перми. И их нашли народные Пермского края. Сейчас сохраняются в Эрмитаже, и я в них пишу. Еще я каждый день изучаю русский язык, мне еще есть, но очень помогает, чтобы жить легко. С какими трудностями вы столкнулись при переезде, вот кроме языка? Погода. Погода? Да, холодно. В прошлом году очень холодно. Я скажу в прошлом году, потому что сейчас, кажется, я адаптировала, я не знаю. Привыкла? Наверное, да. Не очень холодно, как в прошлом году. А что вас больше всего удивило? Если люди вас не знают, то они покажут.
что я тебя не знаю, не можем легко разговаривать с друг другом. Еще, если какой-то вопрос, адрес или вот трамвай, например, трамвай 12 ездит куда-то, и они, если не знают, будут говорить так. И в Иране это необычно. Они будут сказать, извините, я не знаю. Так. А еще, если говорите, что вы знаете, где, не знаю, Сбербанк, они будут сказать, нет. Да. И в Иране будут говорить, ой, извините, я не знаю, может там, в интернете я могу сказать. Но не все так. Есть люди, которые говорят, я сейчас смотрю в телефоне. Да, есть такие, но большинство так. Но я этого понимаю. В прошлом году этого не поняла. А сейчас понимаю, что это характер. Это нормально. Какие наши русские блюда вы уже попробовали и что вам больше всего понравилось? Я попробовала пельмени, блинчики, еще борщ. Какая у вас мечта или цель на ближайшее время? Я очень хотела работать, найти работу. И сейчас работаю в Институте культуры. Да, и это мне очень нравится. Еще я хочу, чтобы работать в Эрмитаже. Да. Это мечта. Важно ли вообще сохранять культурную идентичность, свою национальную, да, при переезде? Да, обязательно. Без культуры, то кажется, что все очень бесцветные. Бесцветные? Да, бесцветные и скучные, и все одинаковые или похожи, то неинтересно. И потом никто не хочет путешествовать. Зачем? Без культуры. Все одинаковые. Наверное, без разницы будет. Сейчас я могу сказать, у меня есть друзья из России, у меня есть друзья из Турции, например. Но это очень здорово, красиво. А если все одинаковые, то всего, какая разница? Почему вы решили участвовать в проекте «Этнопермь»? Самое важное, что я не люблю быть одной. Поэтому ищу друзья, ищу, где что-то есть. А видела, что в ВКонтакте есть такой интересный праздник. Поэтому и участвовала. Еще я участвую в какие-нибудь другие праздники. И ищу этого, поэтому найду.